Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке будем вязать с вами мини-сумочку красивым узором зигзаг. Связав таким узором прямоугольник, можно вязать не только мини-сумочку, можно вязать большие шоперы. Так, вязать буду из шнурочка Карамель Бэби 2 миллиметра. Цвет у меня вот такой вот красивый, жемчужная пудра. И вязать буду крючком номер 3. Заказать такой шнур со скидкой можно по моему промокоду. Все реквизиты оставлю в описании под данным роликом. Итак, приступаем. Итак, нам необходимо набрать количество воздушных петелек, которое делится на 7. Я для своей мини-сумочки, у меня будет мини-сумочка такая на телефон с клапаном, я набираю 84 воздушные петельки. Раз, два. Итак, набрали 84 воздушные петли. Вязать будем полустолбиками с накидом. Делаем накид, вязать будем за перемычки. Сделали накид, первую, вторую перемычку пропускаем. И в третью мы провязываем первый полустолбик с накидом. Так, вот эти две воздушные петельки, это уже у нас считается первый полустолбик, это второй. Третий, четвертый, пятый и шестой. То есть мы провязали 5 полустолбиков. Шестой это у нас 2 воздушные петли, которые мы оставили в начале. И следующую перемычку мы провязываем в одну перемычку 2 полустолбика с одним накидом. Так, далее снова мы вяжем за перемычки, провязываем 6 полустолбиков. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Провязали 6. Следующую перемычку мы пропускаем. То есть делаем такой как бы зигзаг. Здесь мы делали домик вверх, здесь мы делаем углубление. То есть делаем следующий накид и перемычку пропускаем. И в следующую перемычку снова провязываем 6 полустолбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Сейчас снова делаем домик, то есть в седьмую перемычку провязываем раз полустолбик с одним накидом, 2. Далее снова вяжем. Таким образом чередуем. Снова вяжем раз, 2, 3, 4, 5, 6. Так, здесь у нас был домик, да, теперь идет углубление, то есть перемычку эту седьмую пропускаем. И таким образом до конца вяжем, то делая в одну перемычку, провязывая 2 полустолбика с накидом, следующую перемычку, когда мы провязали уже 6 полустолбиков с накидом, пропускаем. Вяжем до конца первый наш ряд. Я покажу, как перейти на новый ряд и как вязать второй и последующие ряды. Итак, довязываем до конца наш первый ряд. Осталось провязать раз, два, 3, 4, 5 и 6. Все, мы закончили вязать наш первый ряд. Получился вот такой вот зигзаг. Далее делаем 2 воздушные петельки.
И смотрите, далее второй и последующие ряды мы будем провязывать за заднюю полупетлю. Вот наша косичка, нам нужна вот эта вот полупетелька. Делаем накид и первую, смотрите, как мы будем провязывать. Мы первую двойную такую провязываем петельку, то есть вытянули 3 петли, сделали накид и следующую петельку. И когда у нас уже 5 петелек на крючке, мы их провязываем вместе. Так, далее провязываем 1, 2. Не забываем, что вяжем за задние полупетельки 3 и 4. Смотрите, так всегда начинаем вязание. Второй и последующие ряды. Здесь у нас была прибавка. Над прибавкой предыдущего ряда за заднюю полупетлю мы вяжем снова прибавку. 1, 2, 2 полустолбика с накидом под одну полупетлю. И далее снова мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь мы одну петельку пропускали. Здесь мы делаем то же самое. То есть вот эту полупетлю, вот эту косичку мы пропускаем. Делаем накид и за следующую полупетлю снова провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И делаем прибавку. 1, 2. Все то же самое, то есть мы чередуем, делая прибавку и пропуская одну петельку, провязывая между прибавками и пропуском по 6 полустолбиков с одним накидом. Довязываем до конца второй ряд. Еще раз покажу, как перейти на новый ряд. Итак, довязываем второй ряд. Смотрите, здесь мы должны делать прибавку 1, 2 в одну полупетлю и до конца ряда должны провязать еще 6 полустолбиков с накидом. 2, 3, 4, 5 и провязываем 6. Все, второй ряд мы провязали. Делаем 2 воздушные петельки. Далее делаем накид и за заднюю полупетлю 1, накид, за следующую полупетлю 5 петелек на крючке. Вот так вот 2 провязываем вместе. Так, и далее за заднюю полупетлю мы провязываем 1 полустолбик, 2, 3 и 4. Все, нам остается сделать прибавку, следующую полупетельку. 1, 2. Далее мы снова провязываем 6 полустолбиков за заднюю полупетлю. Ну, снова чередуем мы прибавки и пропуск. Так, сколько мы провязали? 3, 4, 5, 6. Все, следующую петельку пропускаем. И так далее. Снова 6, далее прибавка, 6, пропуск. Вот вяжем такой узор зигзаг. Он получится у нас двусторонним. Я, когда свяжу необходимое количество рядов, я покажу вам, что делать далее. Итак, я связала вот такой вот прямоугольник. У меня здесь 11 рядов. Длина этого полотна получается 40 сантиметров, ширина 9,5 сантиметров. Итак, далее, когда мы провязали, вот мы провязываем последний столбик, полустолбик с накидом, да, вытягиваем петельку. И смотрите, мы сейчас сделаем отделочную строку. Это у нас будет клапан, вот эта вот часть такая. Так, смотрите, вытягиваем петельку
И идем вот в эту петлю. Мы сделаем красивые такие петельки на клапане. Так, раз. Далее, смотрите, захватываем вот эту петельку и идем следующую. 2. То есть на каждый ряд у нас будет приходиться по одной такой отделочной петле. Далее снова идем в эту петельку и захватывая вот эту длинную, вот таким вот образом мы делаем такую отделочную косичку. Еще раз покажу. По желанию, если вам так не нравится, провязывайте как вам удобно. Я просто попробовала именно вот так. Вот эта отделочная строка. Смотрите, как она красиво ложится. Итак, до конца провязываем этот клапан. Итак, провязываем последнюю соединительную петельку. Как я вам и говорила, их должно быть 11. У нас 11 рядов. И считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 соединительных петелек. Вот эта часть, да, вот это у нас будет клапан. Ниточку свою я уже обрезала. Вытягиваем и красиво закрываем. Заходим с изнаночной стороны под вторую петельку, которая идет уже на стороне, и вытягиваем нашу ниточку. Потом заходим обратно в эту петельку, только захватывая еще часть с изнаночной стороны. Смотрите, протягиваем, вот, чтобы у нас получился красивый угол, да. Все, и этот хвостик мы прячем. Вот это теперь складываем, как у нас будет выглядеть сумочка. Вот это лицевая сторона. Вот, смотрите, где мы провязывали отделочную строчку, да. Вот таким вот образом мы складываем. Вот эта сумочка, вот это клапан. Так, сейчас покажу, как будем соединять. То есть вот эта основная часть. Соединять мы будем с изнанки. Поэтому мы вот так вот на изнаночную сторону все вывернули. И начинаем сшивать. Сшивать я буду крючком. Так, смотрите, чтобы вот эти углы у вас совпадали. Вот уголочек, где мы пропускали одну петельку, и вот с этой стороны этот уголок. Себе, в принципе, маркером можете в этих местах как бы зафиксировать, чтобы вы ровненько попадали именно в эти места, где у вас убавки и прибавки. Вот. И начинаем. Посерединке у нас одна петелька остается. Мы берем вот эти по 2 полупетли и прокладываем вот такую строчку. То есть я просто буду захватывать полупетлю одного полотна, полупетлю другого полотна и провязывать столбики без накида. Хвостик можете сразу ввязывать, можете потом его спрятать. Все. То есть мы захватываем полупетлю с одной стороны, полупетлю с другой стороны и провязываем. Это мы провязываем, напоминаю, с изнаночной стороны. То есть мы вот это все соединили. Вот где края, вот это вот наша часть, это клапан с одной стороны, с другой стороны. Итак, смотрите, я соединила с одной стороны сумочку, с другой стороны вывернула уже на лицевую сторону. Вот как смотрятся места сшивания, да, по-моему, все вполне нормально. И вот клапан. То есть сейчас мне останется только пришить магнитную кнопочку. Я ее буду пришивать, да, и бирочку вот сюда. Так, сейчас скажу размеры. Так, вот здесь длина у меня получается именно рабочее место, да, 16,5 сантиметров.
не включая клапан, и ширина, ну, где-то 9 сантиметров. Так, пришиваю аксессуары и еще покажу, как будем вязать ремешок. Очень красивый ремешок. Рассчитала все, сейчас все покажу. Итак, смотрите, кнопочка пришита, бирочка тоже пришита. Так, телефон сюда идеально входит. Вот вам на примере своего старого телефона покажу. Смотрите, идеально заходит, идеально закрывается. Выглядит довольно-таки интересно. И сейчас будем вязать интересный ремешок. Итак, для ремешка я уже, связав образец, рассчитала. То есть я уже отмотала себе клубочек на ремешок длиной 120 сантиметров. Необходимо в одну сторону, вот я себе даже пометила, 10 метров нити. клубок. Смотрите, что мы делаем. Итак, делаем первую петельку. Провязали первую петельку, да? Разворачиваем наше вязание, захватываем вот эту вот перемычку, ниточку. Сейчас у меня ниточка с маленького клубочка. Вот так вот накидываем сзади и провязываем 2 вот эти петельки. Далее разворачиваем наше вязание. Нам нужна вот эта перемычка. Развернули. То есть сейчас у меня в руках уже основная нить от большого клубочка. Захватываю перемычку, накидываю ниточку и снова провязываю 2 петли. Далее снова разворачиваем наше вязание. Теперь в руках у меня ниточка от маленького клубочка. Я снова иду в перемычку, которая впереди, делаю накид сзади крючка и провязываю 2 петельки. Разворачиваю снова вязание. Теперь в руках ниточка от большого клубочка. Иду в эту перемычку. То есть я захватываю всегда одну перемычку, накидываю ниточку сзади и провязала. То есть у нас получается такой красивый колосок. Да, накидываем сзади, снова провязала, развернула, иду и вот таким образом, накидывая вот так вот на крючок и меняя ниточку, все время поворачиваю наш ремешок на себя, провязала снова ремешок на себя, провязала. Ой, одну перемычку не забываем, провязала. Развернули, обязательно одну перемычку, захватили ниточку, провязали. Вяжем необходимую нам длину. У меня это будет 120 сантиметров. Одну часть буду присоединять к сумочке, вторую часть буду просто завязывать на кольцо. То есть мне понадобится еще одно небольшое кольцо. Я вам покажу, как я это буду делать. Постоянно меняем ниточку. И разворачиваем наше вязание в одну сторону. Я разворачиваю на себя. Вот,
какая получается красота. Шнурочек получается, смотрите, такой колосок. По бокам вот с такими вот красивыми перемычками, да. Вяжем необходимую длину. Еще раз, вот такой ремешок у меня получился. Смотрите, какая красивая косичка. Так, ремешок у меня получился длиной 125 сантиметров, потому что один хвостик мы будем присоединять к самой сумочке, вот этот, а второй хвостик мы просто завяжем на кольцо. Так, я уже здесь обрезала ниточку. Я вам говорила, что я оставляла один клубочек, да, это 10 метров, этого вполне достаточно. Даже можно брать 9,5. Так, вот так я наши ниточки вытяну. И сейчас иголочкой мы присоединим к одной боковинке. А ко второй боковинке мы просто присоединим кольцо и туда уже завяжем. Берем нашу боковинку и просто... Смотрите, тут она будет из двух хвостиков, то есть мы сначала один хвостик сюда присоединим, хорошо, сделаем несколько стежков, да, потом второй хвостик. Вот так присоединили второй, один, вот этот хвостик внутри прячем, и потом второй хвостик возьмем, тоже сделаем несколько стежков, просто чтобы зафиксировать этот шнур. Так, смотрите, к одной стороне я пришила свой ремешок, а к другой я просто присоединила кольцо и вот таким вот образом привязала. Я поэтому вязала ремешок не 120, а немножко больше на 5 сантиметров. То есть, ну, мне нравится, когда вот так вот с одной стороны колечко и такой эффект такого вот узелочка. Вы же смотрите, если можно колечко не одевать, можно и ко второй стороне пришить наш ремешок. Можно взять два карабинчика по сторонам. Это уже по вашему желанию. И получается вот такая вот сумочка. Сюда легко помещается телефон. Кроме телефона можно еще положить денежку. Да, и очень удобный вариант на прогулку. Красивый и современный. Поэтому, если вам было полезно мое видео по вязанию вот такой вот мини-сумочки, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!